Всем привет, с вами Целин Евгений. Сегодня будем писать композицию с цветами. Попробуем написать ее большими сочными мазками, не уйти в детализацию. Обсудим цветовое решение, ну и много других нюансов, которые будут возникать у нас в процессе работы. Как обычно, я записываю для вас видео-мастер-класс в формате 40-50 минут. Показываю весь ход работы, показываю палитру, референс. Ну и, собственно, по этапам мы разбираем все сложные моменты, чтобы вы могли уже самостоятельно все это повторить и вообще понять технику живописи. Эту работу я буду писать масляными красками. У меня в руках два набора от Brauber Card премиальная серия. Набор на 24 и 36 цветов соответственно. Давайте откроем первый. Вот такая вот у нас упаковка. Здесь все красиво разложено. Прекрасная цветовая гамма и две упаковки белил. Цвета у нас имеют нумерацию, ну и название, все прекрасно видно. И второй набор. Здесь 36 штук, 32 цвета и уже тюбики по 22 мл. Вот такая вот большая коробка, все очень красиво, добротно сделано. Так приятно она открывается. И, соответственно, здесь у нас уже имеются такие вот лоточки. Все вот так вот достается и раскладывается. Итак, мы имеем тубы по 12 и 22 мл. И отдельно я сразу же заказал вот такую вот упаковку белил на 170 мл, потому что расход белил у нас всегда значительно больше. На упаковке у нас все подробно указано, то есть название, номер, а также светоустойчивость, укрывистость и химический состав. В общем, все, что только необходимо для профессиональной работы. Также я сразу заказал холст на картоне классический 30×40, разбавитель для масляных красок, профессиональная серия, слабопахнущий, что очень удобно. И набор синтетики, то есть 12 кистей, у нас есть плоская, есть круглая. Самый большой номер начинается с 14. И обязательно, когда выбираете кисти, вот так вот проводите и смотрите, как ворс сопротивляется нажатию, потому что кисти бывают очень мягкие и работать ими не представляется возможным. Вот так все это скручивается, завязывается резиночкой с липучкой и удобно хранится. Для этой работы нам потребуется следующий набор цветов. Это, конечно же, белила титановая, желтая средняя, охро-желтая, оранжево-желтая, светло-красная, розовая, небесно-голубая, ультрамарин, сиреневая, оливковая, сиена-жженая, умбра-жженая и, конечно же, сажа газовая. Ну и давайте начнем с того, что просто затонируем наш холст. Для этого я выбираю теплую основу, беру сиену жженую, добавляю туда немного охры и думаю умбры. Что-то такое тепловатое нам нужно создать, но не уходить в темноту. И вот так вот берем и смело все покрываем, всю поверхность нашего холста. Аккуратно растаскиваем краску. Все, вот так вот мы затонировали холст. Очень важно растягивать краску тонким слоем, потому что избыток краски здесь нам будет просто мешать. Ну и теперь рисунок. То есть мы пойдем на утемнение. Опять же, сохраняя вот эту вот теплую гамму, поэтому я добавляю умбра жженый. И давайте отметим, значит, верх. Здесь где-то у нас будет низ. Ну и в принципе вся композиция у нас такая достаточно вытянутая. То есть мы сразу должны считать первые пропорции отношения ширины к высоте. Далее мы можем сделать некую такую обрубовку нашей композиции. И в данном случае как бы наш натюрморт, он красиво выстроен, то есть у нас вот есть ваза, она немного сдвигается с центра, и это хорошо, то есть между вот этим цветком на переднем плане и вазой, и вообще как бы общим букетом происходит вот некая динамика, то есть вот здесь у нас идет такая вот диагональ, она еще называется активная, и это хорошо. За вот эту горизонтальную линию мы можем зацепиться. То есть это у нас линия начала вот этих вот цветов. И, соответственно, если мы полную высоту возьмем, то она как раз этой линией делится где-то вот 60×40. То есть мы всегда должны искать вот какие-то такие простые закономерности. И я как бы повторяю эти вещи из урока в урок. Цветок на переднем плане и ваза будут на определенном расстоянии. То есть нужно смотреть вот эта вот некая плановость. И мы можем заложить вот эту вот вазу. И цветок, наверное, мы сдвинем сюда, ближе к центру. Плюс он такой у нас немного расплывается по горизонтали. И этот характерный момент мы можем как раз считать. И здесь у нас в сторону уйдут такие глубокие тени. Дальше вот в этой большой цветовой зоне мы можем найти основной треугольник вот этих вот крупных цветов. То есть он пойдет у нас вот как-то так. Здесь у нас большой вот этот цветок, можно сказать, основной.
на котором мы и будем делать акцент во всей работе. То есть такая вот большая раскрывшаяся роза. У нее здесь вот выходят лепестки. Здесь у нас будет основной прям такой интерес, и именно к ней будет приковываться взгляд зрителя. Верхний цветок тоже довольно крупный и понятной формы. Его нужно найти. Также посмотреть между ними, какой будет промежуток. Вот эта вот крайне правая роза такого чайного цвета с красивым каким-то охристо-красноватым оттенком будет у нас вот выходить и обозначать крайнюю линию этих цветов. Я опять же как бы не стремлюсь рисовать каждый листочек, а все это вписываю в какую-то упрощенную форму. Потому что нам главное найти вот эту большую массу, а уже лепесточки, какие-то там детали, мы будем решать их на уже финальных стадиях. Также два бутона у нас будут с левой стороны. То есть где-то здесь. И один будет смотреть вниз. Мы тоже можем их немножко подкрепить тоном аккуратненько. Потому что так просто лучше чувствуется композиция. Мы сразу видим вот этот ритм темных пятен и понимаем, насколько гармонично у нас все располагается в листе. Где-то здесь у нас будет начинаться эта ваза. Самое широкое место будет в верхней части. То есть мы тоже считываем какие-то такие вот особенности, которые нам показывают предмет. Насколько он вытянутый или широкий. То есть это все у нас важно. Вот здесь будет некое скопление. Что-то пойдет вот так вот прямо. И характерный толстый стебель вот так вот у нас уходит в правый край. Так, я бы еще чуть утемнился. То есть мне хочется сделать какие-то графические элементы более выразительные. Поэтому мы добавляем еще умбражёный и, может быть, даже фиолетового. Мне важно показать еще раз, что вот здесь вот у нас передний план. Вот это вот некая крайняя точка. Мы всегда их держим. Дальше у нас идет вот эта вот ваза. Здесь какая-то тень будет внутри. Здесь вот мы можем тоже темные точки поставить. Также на переднем плане вот здесь у нас будет такой вот листочек. Мы можем какой-то такой вот намек сделать просто из-за того, что вот он здесь как-то будет организовываться. Также и с правой стороны. И вот эта роза, она такая полураскрывшаяся, она как бы немножко сползает вниз. Но в этом есть какая-то своя красота и пластика. У каждого цветка мы тоже должны смотреть вот это вот отношение, какие они у нас в круг вписываются, более они у нас сплюснутые. То есть все делается по одному и тому же принципу. И можем где-то вот так вот чуть опять же подтянуть тон. Также мы можем сразу наметить вот эту вот линию стола. Она у нас проходит, наверное, даже еще чуть ниже. Вот здесь. Там будет угол. Это все нужно будет делать очень легко. И вот такой вот перелом. Еще можно немножко поработать над вот этим крайним правым цветком. Тоже посмотреть какую-то форму чуть более точно. Я всегда действую такими рубленными линиями. То есть ничего мы не скругляем. Все это скруглится в процессе. То есть важно именно вот отсекать большие направления. Здесь вот будут какие-то лепесточки. И поэтому мы вот так вот и цепляемся за них. И сверху темным силуэтом тоже будет выходить какой-то такой лепесток. Такого рисунка нам достаточно. Детали мы будем находить в процессе. И давайте перейдем к цветам. Берем белила. Предварительно я немножко почистил палитру. То есть мы убираем все, что нам не нужно. В данном случае я убрал теплые замесы. И, наверное, мы пройдемся по вот этим цветам. То есть нужно вытянуть аккуратно свет, но в то же время не уходить в крайности. То есть мы берем красную светлую, розовую, может быть даже немножко вот этой голубой добавить. Ну давайте попробуем. Вот куда-то сюда положим. Опять же, я не кладу пока толстые мазки. То есть вначале мы действуем довольно аккуратно, потому что такая работа предполагает наслоение. И, соответственно, тонкий слой нам будет в самый раз сейчас. Может быть, даже еще чуть понасыщеннее. То
То есть вот этот цветок, он как раз у нас будет задавать такую красоту. Здесь довольно интенсивный цвет, и нам нужно его сразу обозначить. Также я учитываю, что у меня этот цвет кладется на теплую основу, там все немножко смешивается и усложняется автоматически. Немного голубой. Чуть-чуть охра, то есть немножко усложняем. И здесь у нас большая зона такого вот полутона. То есть вот здесь все так вот очень красиво появляется холодное. Все немножко там сливается. Да. И очень важно оставлять где-то вот промежуток. То есть я делаю мазок таким образом, чтобы подмалевок просвечивал. Этот же цвет мы должны еще куда-то занести. Ну, в данном случае у нас есть точно такой же цветок вот здесь вот, внизу. И мы смело сюда же, чтобы вот как-то оно между собой работало. И я бы даже вот и сюда добавил, потому что в том белом цветке тоже есть какой-то такой мотив. Пока мы не смотрим на лепестки, на какие-то мелкие детали, нам важен большой объем, и в данном случае я большой кистью как раз вот закладываю какие-то вот такие основные пятна и делю предмет на свет и тень. Нижнюю розу тоже нужно сделать чуть поярче, поэтому я взял красного. И вот где-то здесь у нас будет прям такой активный фиолетоватый оттенок. Даже, наверное, можно сделать еще поинтенсивнее. И я бы его сразу положил еще в центральную розу. Где-то здесь у нас будет. Опять же, не забываем то, что это у нас светлые цвета. Мы не можем уходить в такую темноту. То есть мы работаем с цветом, но подразумеваем тональность. Еще немного усилим свет на этой розе. Тут важно видеть именно отношение с фоном. У нас вот здесь вот будет свет, фон будет утемняться. Но даже в таком подмалевочном решении у нас все равно эти отношения сохраняются. Ну и сразу этот же цвет мы можем положить и вот в нижнюю часть. То есть нужно понимать форму этого цветка. А это будет как чаша такая у нас свет здесь. Автоматом внутри появляется тень. И дальний край у нас немножко вот ловит эти высветления. Ну, может быть, даже чуть там посильнее сделать. Ну и то же самое вниз. То есть вот здесь мы прям так вот прижимаемся и делаем широкий горизонтальный мазок. Да. Сразу у нас этот краешек выходит вперед. Также где-то здесь. То есть действуем так вот смело, именно большими мазками все обобщаем и немного упрощаем нашу форму. Ну и может быть каким-то таким выйти сюда прямо на край. То есть вот здесь у нас засвечивается. Пусть он пока будет таким. Почему нет? Ну и остальные цветы тоже надо пройти. Давайте вот положим свет на верхнюю розу. Она у нас будет чуть посложнее. Возможно, через вот как раз такой вот голубой мы пойдем. Но это, наверное, слишком. Давайте добавим охры. То есть нам важно немножко растащить их по цвету. То есть если у нас объекты одинаковые, мы их немножко должны делать, уводить в разные стороны. И если очень разные, то наоборот мы их сближаем. В общем, такой некий баланс. Так, вот сюда мы положим этот цвет. Может быть, даже еще немного. И вот здесь он будет выходить. И вот сюда тоже мы можем пока положить каким-то таким. Дальше у нас идет вот эта вот кремовая роза и кремовый бутон. То есть мы их тоже немного изменяем. Соответственно, добавляем туда чего-то оранжеватого. И аккуратно мы можем вот здесь вот так вот проложить первый свет. И, соответственно, там, на вот этом верхнем бутончике. Все, вот так вот мы проложили основные цвета. Немножко выдернули объем из нашего плоского подмалевка. И дальше мы должны на что-то переключиться. Но в данном случае меня беспокоит зелень. Ее не так много, но ее важно сразу положить. Поэтому берем вот этот наш оливковый. Туда надо добавить чего-то теплого. То есть мы будем зелень брать именно теневую часть и пойдем именно из тепла. Плюс ее нужно усложнить. Для этого мы добавляем туда сиену жженую, то есть чего-то такого красноватого. Вот это вообще место у нас, оно держит
некую композицию. На вот этом бутончике мы можем аккуратно проложить зелень. Тут мы подчеркиваем свет на основном цветке. И вот здесь у нас пойдут веточки. Тоже нужно найти какой-то пластику, значит, вот этот стебель. Я бы его сразу обозначил. А вот в верхней части мы пока их можем вот каким-то общим таким объемом проложить. И потом тоже, скорее всего, его будем искать отдельно. Так, да, куда-то вот сюда. Чуть побольше, посмелее, то есть мы потом найдем вот эти фоновые протоки, графику этих стеблей, листочков. В общем, нужно пока не бояться. Также мы должны понимать, что зелень у нас это самое темное. То есть мы себе как бы делаем отметки. То есть у нас свет на цветах это крайняя точка в цветах. И тень на листьях это тоже некий ориентир, к которому мы придерживаемся. Также вот здесь мы можем сделать такой намек. Ну а в верхней части не будем делать, потому что там у нас проходит стол. И как бы лучше делать его сверху. Также я бы сделал у зелени еще одно небольшое высветление. То есть добавить какой-то вот яркости через желтый. Через желтый, через зеленый. То есть мы как раз вот эту вот сочность должны показывать в полутонах. То есть полутона у нас очень важны, где цвет довольно чистый и активный. Прям зажигается там какой-то кусочек. Да, вот так вот чуть поактивнее. Тут я бы тоже вот в эту зелень бы увел. То есть там не совсем пойму что, но зелень там логично смотрится. Итак, у нас есть свет на цветах, и теперь к нему нужно сделать фон. То есть у нас тоновые отношения сохраняются, но цвет у нас здесь должен быть гораздо сложнее. Поэтому берем большую кисть, берем охру, берем немножко черный. То есть это достаточно такой сложный фон, на котором у нас должны хорошо смотреться цветы. Поэтому цветы у нас немного чище, мы по цвету делаем, а фон наоборот мы усложняем. То есть я вот беру охру, беру черный, беру небесную вот эту голубую. Нам важно попасть по тону и, естественно, создать такую вот гармоничную среду и такое спокойное окружение, на котором бы хорошо читались наши розы. То есть основное внимание должно быть именно к ним. Опять же, цвет мы всегда смотрим по месту. Именно окружение у нас создает цвет, потому что здесь на палитре он может смотреться хорошо, но именно нужно вот здесь вот смотреть, в среде. Я смотрю именно вот это вот касание со световой частью цветка. Давайте сразу вот заложим вот эти отношения. Здесь у нас, то есть именно к свету мы создаем вот этот фон, поэтому фон мы немножко как бы толкаем в тепло. Да, вот здесь вот. Большими мазками прям не боимся где-то нажать, потому что если все это будет утыкано как бы вот одним модулем, то это будет просто очень скучно и просто смотреться. Поэтому мы прям вот так вот очень сильно нажимаем. И, соответственно, у нас где-то просвечивает фон. И это здорово. Это очень живописный прием, которым надо пользоваться. То есть уже сейчас видно то, что вот фон усложняется, и цветы начинают раскрываться. То есть начинают там работать вот эти вот розовые, фиолетовые. То есть все у нас относительно. То есть к такому оранжевому, естественно, они смотрелись хуже. И вот это место я бы его сделал прям поспокойнее. То есть здесь у нас должно быть пространство. Ну вот достаточно, что есть какие-то фоновые протоки из подмалевка. И все и так как бы работает. С вот этими пропусками, с ними нельзя увлекаться. То есть они тоже начинают работать некой такой композиционной составляющей. То есть бывает так, что смотрится очень дробно. То есть я вот смотрю все по месту, где их оставить, а где нет. Бывает, что перебор, я сразу сокращаю количество. Вот здесь вот подчеркиваем. У нас вот бутон темнее в этом месте. И очень хорошо я именно вот сюда вот прижимаюсь, чтобы сохранить это отношение. То есть у нас живопись работает именно, когда мы передаем вот это вот правильное отношение предмета и фона. Тогда все живет и работает.
куда-то внутрь я бы вставил этот цвет, чтобы как это там соединялось, чтобы вот эта вот логика была там, даже вот сюда. Плюс все немного перемешивается, и оно как бы становится там родственным и не отваливается. Также здесь у нас переламывается вот эта вот стена, и где-то вот тут он будет проходить, подчеркивать темную часть вот этого цветка. Тоже важный момент. Туда мы можем вот так вот залезть. В общем, все держится на деталях. Просто нужно знать, что мы усиливаем, а что-то наоборот смягчать. Здесь мы подходим к вазе. Подчеркиваем ее форму. И внизу утыкаемся в плоскость стола. Там должно быть у нас все мягко. Этим же цветом мы должны зайти и внутрь вазы. То есть там вот где-то мы можем подчеркнуть вот это направление веточек. Да, пока вот так вот пошире. И может быть вот здесь вот, смещаясь в край, добавить чего-то фиолетового. Ну просто немного нам нужно усложнить. И правая часть вазы у нас темнее. То есть так вот добавить цвет, и он как бы хорошо там живет. Он начинает работать именно с цветком. Ну и сюда наверх тоже. Вот так вот. Пускай он будет пока потемнее. И, наверное, вот что-то такое активное можно сюда вот и вниз где-то добавить. Также вот этот кусочек нам нужно сделать. Он будет немножко у нас там усложняться. Там будет он чуть-чуть теплее. Может быть, даже еще чуть посветлее. Белила, охры. Немного растворителя. Да. И вот так вот. Немножко поделали фон, и надо переключиться. То есть не надо забывать, что у нас есть нижняя плоскость. Она белая, ее тоже нужно ввести, потому что она довольно активная, и она у нас обозначает передний план. Поэтому вытираем кисть, берем белила. Она у нас идет через холод. Мы ее немножко подсадим, но добавим туда вот голубой, добавим немножко черный. То есть там у нас будет что-то такое холодное. Холодное, сероватое. Ну и еще белил добавим. Плюс учитываем, что у нас, когда мы ставим мазок, все немножко смешивается с нашим подмалевком. Поэтому цвет автоматически будет усложняться. Так, я прям набираю на кисть много краски. То есть перед тем, как сделать мазок, вы тоже должны понимать, что вы хотите получить. То есть иногда кисть делается прям вообще полусухая. В данном случае мне нужно на нее прям много набрать краски. Мне нужно подчеркнуть вот этот передний план. То есть я прям вплотную прижимаюсь к вот этой падающей тени и делаю именно вот такой вот горизонтальный мазок. То есть здесь у нас будет вот такой вот композиционный тоже центр, некий акцент на переднем плане, который нам нужно заложить. И, наверное, я бы вот и сюда сразу сдвинулся. Но много я делать не буду, просто вот обозначу вот это вот место. Мне важно его сделать, то есть вот, чтобы работала активная диагональ. Также, может быть, я сразу пропущу вот этот цвет, который будет проходить за цветком, потому что это очень важная составляющая. То есть у нас сразу появляется пространство, что у нас цветок не просто как бы аппликативно прилип в эту вазу, а там есть расстояние, что есть цветок, есть какой-то промежуток, и дальше уже идет ваза. То есть у нас такая глубина появляется. Ну и может быть сразу и вот это место сделать. Там будет как-то у нас тень растворяться, но возможно пока так. То есть здесь мы вытянули, цветы чуть подсели. То есть мы очень аккуратно вот так вот поднимаем контрасты. Дальше мы переключаемся на вот этот вот кусок фона. То есть у нас там стена делится, и здесь он у нас уходит в такой довольно активный какой-то охристый цвет. И его нам тоже нужно сейчас заложить, потому что нам важно обозначить вот эти вот активные цвета, как розовый, красный, зеленый, и, соответственно, вот этот желтый, он тоже будет работать. Но мы должны понимать, что этот цвет у нас находится на дальнем плане, что там уже будет действовать воздушная перспектива, что нам нужно его
сделать чуть посложнее. Потому что если он будет супер активный, он будет брать на себя больше внимания, чем цветы. Ну, мне кажется, может быть, даже еще чуть поактивнее сделать. Ну, наверное, да, думаю, что где-то вот таким он и должен быть. Перелом стены мы как бы показываем, но его нужно сделать чуть мягче, чем он есть, потому что там все должно у нас как бы сливаться, там дальний план. То есть все либо минимальный контраст, либо мы просто берем и как бы наезжаем туда, чтобы все немножко вот так вот соединялось. Здесь мы подчеркиваем. Также на вазе у нас будет какие-то рефлексы. То есть сюда вот фиолетовое окружение мы сажаем что-то такое теплое, и это красиво смотрится. Ну и поднимаемся выше. Берем берилу, еще ухо, плюс у меня есть фиолетовое пятно, и я от него немножко забираю. То есть мы работаем с цветом по тому принципу, что какие-то охристо-желтые мы усложняем фиолетовым и синим. И поэтому я активно пользуюсь таким приемом. Дальше. Сюда мы поднимаемся. Вот так вот. Там я делаю довольно спокойно, мне не нужно там каких-то таких активностей, но может быть здесь вот подчеркнуть какой-то лепесток. Дальше этот желтый у нас пройти должен с левой стороны вазы. Вот так вот мы усиливаем, мы за счет него как раз отрываем. То есть у нас же стекло, оно вроде как прозрачное, нужно смотреть отношения. У нас с правой стороны ваза темнее, чем фон, а с левой наоборот светлее. И здесь очень такие тонкие отношения. То есть минимальное прям плюс-минус. Еще, может быть, чуть-чуть я бы усилил. Да, вот так вот. Может, даже куда-то сюда залез. И в нижнюю часть вот этого донышка. Потом такой же какой-то теплый. Мы можем его как бы пронести дальше по нашей композиции. То есть я бы его добавил, может быть, вот и сюда. Вот эти вот бутончики, мы их должны как бы смягчить. Они не должны быть там такие контрастные. Поэтому мы можем вот как бы эту логику и сюда занести. То есть все должно как-то работать между собой. Везде должна быть какая-то вот такая ответочка, и все должно как бы перекликаться. Ну и пока на кисти у нас есть теплый замес, мы можем сделать падающие тени на белом столе. То есть сейчас они очень темные. То есть вот если мы здесь смотрим, то они как бы не соответствуют. То есть на белом предмете тени будут тоже довольно светлые, поэтому мы все это высветляем. Плюс нужно понимать, что вот здесь вот на переднем плане мы можем сравнить и понять, насколько нам нужно ее высветить. А здесь нужно будет действовать как бы наперед, предвидеть, что там у нас на дальнем плане появится свет. Поэтому сюда мы добавим вот это вот небесно-голубой. Чуть посложнее сделаем черный. Ну, давайте посмотрим. Может быть, еще чуть потемнее. Но тоже как бы в темноту не хочется уходить, потому что это же белая тряпка. Ну и на передний край она будет немного утемняться. То есть вот здесь она будет становиться уже. Может быть, даже чуть-чуть фиолетового добавить. Да. Здесь. Падающая тень от вот этого. Раз, все, смягчилось. Сразу как бы логичнее все становится. Здесь. И вот в этом месте. Ну, теперь нам нужно пробить вот этот цвет на дальнем плане. Мы понимаем, что у нас вот здесь он будет светлее, там темнее. Только нужно подобрать насколько. Берем белила. Там есть у нас уже какая-то смесь. Все немного усложняется через черный, через охру. То есть на дальнем плане все становится как бы спокойнее. Мы убираем вот эти вот контрасты, чтобы у нас было ощущение, что плоскость ложится. Ну, давайте посмотрим. То есть вот куда-то сюда сначала положим. Да, здесь вот оно утемняется. Мы видим, что есть некий шаг на раз, два, три. Там у нас граница, это должна быть вообще прям супер мягкая. То есть все там уходит. Может быть, даже еще чуть-чуть. Да. Этот край
Немножко поднимем. Если сделать слишком светло, будет ощущение, что все выворачивается. Ну, это прям такие академические основы в построении и написании натюрморта и вообще. Дальше. Вот это место мы должны как бы подчеркнуть. И там у нас будет вот некий уголок. А здесь как бы все у нас спокойно как бы растворяется. Ну, какие-то эффектные вещи мы можем сделать. Вот там есть какой-то такой вот свет небольшой мы можем добавить. Немножко там поиграться, но с этим нужно быть довольно аккуратным. Ну, может быть, здесь вот чуть поактивнее сделать. Дальше у нас прозрачная ваза, и там тоже сквозь нее будет проходить вот этот свет, поэтому мы где-то можем вот так вот подчеркнуть, да. Может быть, даже где-то там вот в нижней части чуть побольше. То есть так как бы и создается вот этот эффект стекла прозрачного вообще. Здесь к этому желтому пятну мы можем смело положить как раз вот эту синьку. Она хорошо там будет зажигать по теплохолодности. Да. Может быть, где-то даже такой вот достаточно открытый. Ну, просто чтобы было чуть поинтереснее где-то вот здесь. То есть живопись у нас как раз и строится на вот этих вот тепло-холодных отношениях. И вот внизу хочется там чуть посильнее сделать. Да, какой-то такой бличок. Но это уже из разряда эффектов. Так, добавим еще охры. То есть всегда смотрите за тем, какие краски у вас кончаются. Потому что многие пишут, у них пропадает какой-то цвет, они продолжают писать без него. То есть цветовая гамма у нас сразу существенно меняется. Так, вернемся сюда на передний план. Я думаю, что нужно его до конца обозначить. Но вот это место я бы чуть-чуть подсократил. Мне там не нужна такая большая вот эта вот падающая тень. Здесь мы подчеркиваем. Да. Здесь немножко можем смягчить. И здесь прям прижимаемся. То есть мне нужна вот эта вот граница между светом и тенью. То есть именно она у нас обозначает передний план. То есть сюда я поднимаю этот контраст, там наоборот размазываю. То же самое и здесь. И вот сюда ставим прям такой мощный мазок. Ну, из каких-то эффектов мы можем подчеркнуть вот здесь вот донышко вот этой вазы, подчеркнуть силуэт цветка. И где-то там вот на дальнем плане немножко усилить. Вот здесь я бы сделал такие как просветы между листьями. Мне кажется, что это красиво смотрится. Но вот может быть чуть их где-то подсмазать. Все, вот такую мы сделали основу. Здесь у нас все раскидано по отношениям. И теперь мы можем заняться цветами. И я бы начал, наверное, вот отсюда. То есть еще бы немножко поднял вот эти вот цвета холодные. И вот на верхнем. Как я уже говорил, они там должны как бы мягче смотреться. Так, верхний вот этот бутон. Да. И основу, конечно, у нас будет составлять вот эта вот центральная часть. Также давайте пройдемся по теневым местам. То есть я бы их пускал через какой-то такой прям вообще холодный. Вот так немножко прям хочется там усложнить. Здесь и внизу. То есть там пробивает у нас тепло, но все равно к такому фону хочется больше холода. И может быть чуть вот так вот мягче сделать. Мы их делаем разными, один делаем больше, другой меньше, чтобы у нас не было вот этого вот элемента повторения. Давайте перейдем на вот этот центральный, его чуть поделаем. То есть здесь мне хочется в нижней части заложить его отношение с фоном, а здесь он у нас явно темнее. То есть мы там пойдем через какой-то фиолетовый, такой вот, пускай он будет активный. И прям вот, может быть, чуть поинтенсивнее в этом месте хочется заложить.
Такой же цвет мы можем положить и на нижнем, то есть там у нас выступает какой-то лепесток вот здесь вот. И мы можем его именно вот с теневой обозначить, то есть там потом я еще буду проходить цвет. Вот. Но сейчас именно как теневой силуэт. И здесь то же самое. В световой части этого цветка у нас очень плотно врезается свет и полутон. И нужно смягчить это место. Будем смягчать через какой-то вот красноватый. То есть всегда смотрите вот эти вот ступени. Насколько они жесткие. Вот такой вот активный цвет. Мне кажется, что можно его, да, смело сюда положить. То есть как раз вот не хватает еще вот одного шага. И все становится мягче и как-то логичнее. Вот это место мы можем тоже немножко подчеркнуть. И вот там как будто вообще лист выходит. Ну и в нижней части, вот здесь вот не надо забывать, что там у него тоже появляется вот такой вот листочек. Немного светловато смотрится, но я думаю, что мы его соберем. Итак, я бы еще подчеркнул его световую часть. То есть вот здесь вот хочется прям усилить, потому что это именно отношение с фоном. Также надо проследить, как вот сюда вот будут выходить какие-то отдельные листочки. То есть там должна быть какая-то такая интересная завязка, чтобы все это смотрелось и читалось. Пришло время как бы вот как раз посмотреть вот эти вот особенности какие-то, чтобы он получился визуально интересным. То есть формируем такую чашу, как я уже говорил. То есть даже в самой сложной форме мы можем видеть какой-то набор простых и понятных элементов. И здесь уже вот так вот довольно аккуратно мы работаем. Ну и, кстати, вот в этом месте тоже выходят его лепесточки. Также важный момент. Вот этот листочек, он у нас именно на светлом фоне. То есть перед ним нужно фон высветить, чтобы он читался. Поэтому мы вот так вот можем восстановить это отношение. Ну и сверху, там тоже чего-то не хватает. Я бы там выпустил какой-то лепесточек, непонятно к какому он цветку относится. Но я бы его именно вот к этому к большому бы отнес. Пусть вот он пока так организуется. Так, какие-то детальки. Может быть, да, таким прям темненьким сделать. Но вот, в частности, мне хочется вот немножко прям там подчеркнуть. И где-то прям даже внутрь мы можем залезть. Здесь главное вовремя останавливаться, потому что всегда хочется больше деталей сделать, еще какой-то детализации. Но вот вовремя нужно отходить и отпускать. И сразу же здесь мы поработаем с листиками. То есть у нас передний план, и мы можем здесь как раз вот сделать какую-то детализацию интересную. Так, по поводу вот этих листиков. Они будут темные, силуэтные. Пойдем опять же с какой-то довольно теплой. Да, вот, наверное, как-то так. Плюс он у нас будет вот здесь вот сверху вот так вот выходить. В общем, это уже я отношу такие вещи к разряду эффектов, но тем не менее они очень важны. Ну и пока у нас такая зелень на кисти, мы опять же можем что-то подчеркнуть. То есть я бы опять же подчеркнул вот этот лепесток, то есть он у нас такой светлый получается, и соответственно вот здесь у нас идет зелень, и мы можем как бы его вот показать, что он конечен, что у него есть какая-то форма. Ну вот сюда мы можем зелени чуть занести. Все-таки хочется там какой-то оттеночек, чтобы проскочил. Может быть, где-то даже чуть вот поактивнее. Да, это все очень так живописно сразу начинает работать. И здесь у нас намек идет на линию воды. Этот цветок я, наверное, оставлю на последний момент, потому что здесь есть вариация, насколько сильно сделать цвета. Давайте, наверное, займемся вот этой группой. Здесь очень важно сохранить отношение, то есть вот эта вот теневая часть этой розы, она у нас темнее, чем фон. И на этом держится как бы общий объем и общее равновесие. Давайте введем
какой-то полутон. Он будет там такой как раз вот холодноватый. Ну, может быть, немного охры добавить. Вот где-то здесь он будет. Да, вот этот холод там нужен. А где-то наоборот мы там уводим в тепло. То есть мы как бы играем на вот этом охристом и голубом. То есть вот там что-то такое у нас просматривается. И вот туда даже вовнутрь можно. Так, ну и тень. То есть опять же пойдем через холод, но сделаем так, чтобы вот подмалевок там просвечивал. То есть вот смягчили, да, но логика все равно осталась. Здесь где-то вот внизу мы можем подчеркнуть таким вот эту вот чашу. Так, добавим еще белил. Так, вот нам сейчас и не понадобится. Ну и продолжим с вот этим светлым цветком. Значит, на него нужно поставить свет. Он уже не будет у нас таким розовым, но тем не менее какой-то холодный отзвук там должен быть. Может быть, ну, немножко его усложнить все-таки. Ну, давайте. Вот так вот сюда. Подчеркнем вот здесь вот лепесточек такой. Ну и вот здесь у нас будут как бы такие цвета лежать. Контрастные. То есть там большое количество вот этих цветов и что-то отбрасывает тень. То есть да, вот какая-то такая будет система. Ну вот здесь я бы чуть смягчил бы все-таки. И вот там внутри вот этот лепесток, он должен быть у нас темнее, чем фон. То есть опять же сохраняем наши вот эти вот отношения. Ну и сейчас вот это место меня немножко беспокоит. То есть там все немножко так сливается и не совсем убедительно. То есть нужно немножко как бы поискать. Да. Наверное, я бы вот чуть вот так вот смягчил как-то. То есть нужен здесь какой-то разрыв между вот этим цветком и тем. Давайте переключимся на крайне правую розу. Она сейчас немножко отстает, и нужно ее тоже как бы подделать. Значит, вот здесь мы можем аккуратно добавить. Здесь как бы форма вроде понятна и ясна, но в то же время нужно немножко ее усложнить. Она у нас приходится на такой теплый фон, и, соответственно, там где-то будет появляться вот этот вот холодный рефлекс через небесно-голубую. Мы вот должны там что-то такое вот сделать, какой-то такой намек. Там будет вот эта вот серединка формироваться. Немножко и через красный мы можем пойти. Ну, в общем, там что-то должна быть какая-то такая игра. Ну и каких-то таких деталек. То есть мы можем вот здесь как-то лепесточек такой показать, что выходит. Ну, где-то, может быть, и чуть проще сделать. Плюс там внутри будет загораться парочку таких каких-то прям лепестков, но они уже будут темнее. То есть вот я бы такое что-то сделал. И акценты я бы сделал на переднем плане. То есть вот здесь у нас должен быть какой-то. Да, чтобы вот оно как-то выгодно работало. И как бы темной кистью наоборот. Здесь сделать мы можем пару лепестков, которые будут темнее, чем фон. Да, вот так вот. И, соответственно, у нас сразу появляется передний план, а вот это туда подсаживается. То есть вот дальние цветки, они должны там как-то немножко растворяться. Также все это делается благодаря вот этому контрасту. То есть у нас раз контраст, два контраст. То есть опять же по активной диагонали смещается. И вот если мы как бы треугольник возьмем, то раз, два, три. Вот, это композиционный центр. Вазу я бы сделал чуть поизящнее. Для этого давайте ее подрежем с левой стороны. То есть такие моменты, они вроде как бы не важны, но в то же время это какая-то общая пластика. И у нас есть возможность это сделать. Вот так вот прям прижимаемся. И, соответственно, у нас становится чуть
изящнее. Можем немножко поработать с веточками, то есть с ними хочется что-то сделать, потому что они так сейчас прям совсем подпропали. Значит, у нас мы можем, да, опять же где-то вот здесь подчеркнуть этот лепесточек. Значит, здесь у нас вот характерный такой идет ствол. Вот так вот сюда будет упираться. То есть смотрим какой-то рисунок. И вот с этой стороны тоже будет у нас там несколько движений, уже будут потоньше стволы. Здесь он будет прям несколько. То есть сейчас вот как раз вот время графики. То есть мы, не стесняясь, создали здесь какой-то такой фон, и теперь можем по нему либо светлому, по темному, либо наоборот пройти и сделать какие-то акценты на вот этих стволах розы, на кустиках розы. Здесь мы можем тоже подчеркнуть вот этот край. Так, здесь у нас как-то все это завязывается таким странным узлом, но пусть будет, потому что там у нас в натуре такое есть. Ну и опять же где-то мы вот можем такую прям зелень яркую хочется сделать. Здесь вот в нижней части, ну чуть-чуть так для живописи добавить. Вот тут у нас засвечивается какая-то активная такая зелень. В бутонах я бы чуть-чуть тоже вот добавил вот этого, ну просто чтобы она там была. И все-таки вот туда, куда-то вовнутрь вот хочется тоже сунуть какой-то зеленушки, но вот так вот аккуратненько. Все, мы прописали букет, и теперь можем перейти к переднему плану. То есть задача вытащить этот цветок и сделать его максимально интересным и контрастным. Значит, что нам нужно сделать? Я бы положил рефлекс с нижней части, потому что вот здесь вот у нас слишком теплое место, а форма будет ловить отраженный свет от плоскости стола. Поэтому мы вот так вот через небесно-голубую вводим сюда холод. Дальше поработаем над формой. То есть у нас с этой стороны свет, соответственно, вот внутрь чаши тоже будет попадать небольшое количество света. Значит, возьмем белила, возьмем розовую, такой прям активный цвет, может быть немного фиолетового, еще белил и красный. Значит, вот такой активный цвет я бы все-таки куда-то сюда посадил бы. И теперь мы его высветляем. Как раз для того, чтобы вот в нижней части заложить несколько таких световых лепесточков, которые будут как раз на себя ловить свет. И здесь нужно как раз посмотреть, как вот работать кистью. То есть, может быть, даже там чуть-чуть что-то обобщить. Также вот здесь у нас будет несколько каких-то лепесточков засвечиваться. Ну, какая-то, может быть, более светлая каемочка. Здесь мы уже можем спокойно поработать над формой, посмотреть какие-то нюансы. Подчеркнуть вот этот вот передний край, сделать его поконтрастнее. Ну и может быть чуть-чуть тепленького добавить. Вот так вот. Ну я бы еще поднял свет. У нас есть возможность. Ну и самое главное, что здесь как бы и надо сделать чуть контрастнее, чуть светлее. Значит, вот это место. То есть смотрим структуру цветка, то есть какие-то вот такие прям вот характерные вещи. Пытаемся имитировать лепесточки. Вот здесь вот к темному фону мы как раз подчеркиваем. Здесь вот это вот место. В общем, специально оставляем себе такие вещи на последний момент, чтобы как раз вот поиграться и навести какую-то красоту. То есть, опять же, все должно быть по месту. То есть
На переднем плане, да, пожалуйста, мы можем вот так вот в конце работы посмотреть какую-то прям такую детализацию, немножко прям оторваться. И вот опять же пару лепесточков сюда. Ну и теперь вот эти вот лепесточки, которые у нас отстают, это как бы такая вишенка на торте. То есть вот можно чуть где-то сделать такой интересный какой-то акцент. Посмотреть опять же по форме, какие они там должны быть. И может быть белилом прям зажечь вот такую торцевую как бы часть лепесточка. Ну и последний мазочек, такую сердцевинку, может быть ее чуть потеплее сделать и потемнее. То есть вот я бы даже сделал два акцента где-то здесь и вот сместил бы его вот так вот. Да, такие финальные штрихи. Ну и хочу вам показать немного деталей. То есть, как обычно, я оставляю много подмалевка. В данном случае это такая вот теплая сиена, она отовсюду у нас просвечивает и является как бы такой соединяющей мелодией. Также я очень внимательно отношусь к тому, как вот в тенях делаю мазки, чтобы вот этот подмалевок просвечивал. То есть, в данном случае он здесь очень важен, потому что вот эти вот цветы насыщенные розовые я пишу в основном через холод, и здесь не хватает вот этого тепла. Здесь тоже вот какой-то мазочек, вот и я стараюсь оставлять, то есть вот если мы что-то положили, получилось, и это живет, то это очень здорово. То есть люблю такую свежесть и недосказанность где-то. Ну и роза на переднем плане, то есть обратите внимание, я набираю толщину краски именно в световой зоне. Тени у меня довольно прозрачные, ну и конечно же подмалевок здесь остается. Благодаря вот этим темным листочкам мы подчеркиваем световую часть цветка, то есть у нас фон довольно светлый, и в данном случае у нас вот этот эффект выполняет темные зеленые листья. Очень важен вот этот просвет, свет за предметом, он создает у нас глубину, может быть здесь на крупном плане так не видно, но в целом все это читается и работает. Ну и напоследок я хотел бы сказать пару слов по поводу красок. Эту работу я написал набором масляных красок от Brauberg Art, премиальная серия, 36 штук в упаковке. В наборе собрана огромная цветовая гамма, цвета яркие и насыщенные. Краска имеет правильную консистенцию и хорошо смешивается. Я работаю этими красками не первый раз, после высыхания они образуют ровную глянцевую поверхность, ничто нигде не прожухает. Это доступные краски, они подойдут как для начинающих, так и для профессиональных художников. С Brauberg вы можете подобрать для себя набор с необходимым количеством цветов и миллилитров в тубе. Я все это заказывал на Озоне, но товары бренда представлены и на других маркетплейсах, а также в интернет-магазине OfficeMag и в обычном канцелярском. Все ссылки я оставил в описании к этому видео. Обязательно перейдите и ознакомьтесь с полным ассортиментом. Всем большое спасибо за внимание, творческих успехов, до новых встреч, пока.